Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный осенний десерт. Это будет американский морковный пирог. Готовится он очень просто. Нам понадобится натереть на мелкой терке 2 больших моркови. Это примерно 300-350 грамм. Для теста понадобится 4 яйца, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли и стакан сахара. Все венчиком перемешиваем до однородности. Миксер нам здесь не нужен. Вливаем стакан растительного масла без запаха, перемешиваем. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Сухие компоненты: 2 стакана муки, 10 грамм разрыхлителя, чайная ложка корицы. Все просеиваем в миску и перемешиваем. Пошаговый рецепт и в граммах и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такое тесто по консистенции у нас получается. Добавляем к нему натертую морковь, полстакана изюма, у меня изюм и клюква вяленая, и полстакана крупнопорубленных грецких орехов. Все перемешиваем. Вот такая морковная масса у нас получается. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. Дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем наше тесто, разравниваем и отправляем в заранее разогретую на 180 градусов духовку. Режим вверх-вниз. Печься пирог 40-45 минут. В моей духовке пирог пекся 45 минут. Готовность проверяем на сухую деревянную шпажку. Даем пирогу полностью остыть в форме, после чего убираем форму, убираем пекарскую бумагу. Я срезаю верхушку пирога. Она нам понадобится для крошки. Измельчаем все в крошку. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. И еще нам понадобится 200 грамм сливочного сыра по типу Филадельфии. Можно взять 200 грамм жирной сметаны. Добавляем 10 грамм ванильного сахара, полстакана сахарной пудры и просто ложкой все перемешиваем до однородности. И вот этим кремом, этой такой глазурью сливочной, мы будем украшать наш торт. Лопаточкой выравниваем или шпателем, как я. И сверху мы посыпаем крошкой и грецким орехом. Посмотрите, как красиво начинает смотреться наш пирог. Он становится таким осенним, таким уютным, домашним. Его можно сразу разрезать, ему не нужно пропитываться. Он очень мягкий. Посмотрим, что у нас в разрезе получается. Посмотрите, какая красота. Пропеченный бисквит, видны кусочки орехов, изюмчика, клюквы. Ну что, пробуем. Друзья мои, как же это вкусно. Он такой сочный, он такой пряный, этот пирог. Приготовьте.